Представь, что всю повторяющуюся и неинтересную работу выполняет не человек, а обезьяна. В глубине завода медленно движется конвейерная лента, но за станками стоят не люди из рабочего класса, а обезьяны, которые используют природную ловкость, выносливость и силу для выполнения монотонных операций. Похоже на научно-фантастические грезы футуристов или бред поехавшего на обезьянах начальника завода. Сейчас мы проанализируем, возможно ли обучить обезьяну работать на человека, когда и как обезьяна уже использовалась и к чему это привело. Наливай чаек, жми лайк и подписывайся, если хочешь видеть больше таких разборов. Начинаем! Сегодня мой первый рабочий день на заводе. Настроение замечательное, работа тут, наверное, интересная. Вопрос о том, может ли обезьяна работать на заводе, на первый взгляд кажется забавным. Однако мы забываем, что животные уже использовались для выполнения различных задач. Одни перевозили грузы на большие расстояния и вспахивали поля, другие использовались во время охоты и защиты территории. Многие виды приручали и приспосабливали для какой-то определенной задачи, которую они могли выполнить. Обезьяны в этом случае не стали исключением. Петрович, доставай макаку и врубай насос. Мне кажется, именно так подумали местные жители Южной Азии, когда стали использовать этих обезьян в промышленных масштабах. А все началось с простой идеи. Что делать? Где кнопка стоп? Ара! Единственным масштабным и исторически укоренившимся примером использования обезьян в качестве рабочей силы – сбор кокосов. Эта традиция длится около 400 лет и распространена в Таиланде, Малайзии и Шри-Ланке. Для этой работы используют специально обученных макак, которые благодаря прыткости и нахождению в своей естественной среде могут без проблем забираться на высокие кокосовые пальмы. Для справки, по одной из версий научное название пальмы происходит от португальского слова «коко» – обезьяна. Тут, как говорится, все звезды сошлись. Ствол такой пальмы достигает 30 метров в высоту, что делает сбор не только тяжелым, но и опасным занятием. Теперь нетрудно понять, почему люди решили тратить столько времени на дрессировку и содержание специальных животных. Тем более есть статистика, что самец макаки способен собрать аж 1000 кокосов в день, в то время как тренированный человек, то есть профессиональный сборщик, всего 80. Это делает обезьян суперресурсом в контексте этой узкоспециализированной задачи. Однако эта практика сопряжена с серьезными этическими проблемами. Организация по защите животных, PETA, провела ряд исследований, задокументировав жестокое обращение с обезьянами, в том числе похищение детенышей из дикой природы, содержание в изоляции, избиение и принуждение к труду с использованием металлических ошейников. Защитники прав животных утверждают, что в процессе работы обезьяны, как и люди, получают травмы, переломы от падений или укусов здоровенных шершней. При их небольшом размере это приводит к моментальной смерти. В ответ на международное давление и бойкоты, тайское правительство и крупные производители заявили, что практика использования обезьян практически прекратилась и является уделом небольших независимых ферм. Другая причина, почему агропромышленные компании отошли от использования обезьян, не только этическая, но и экономическая. Компании перешли на более эффективные современные методы. Например, они выводят генетически измененные карликовые сорта кокосовых пальм, которые вырастают всего до 9 метров. Также они используют длинные шесты с лезвиями, позволяющими человеку срезать до 5 кокосов за один раз. Эти методы оказались гораздо более масштабируемыми и безопасными, чем труд диких животных. В то же время PETA заявляет, что производители скрывают истинное положение дел, закупая продукцию у мелких фермеров, которые все еще используют труд обезьян. Короче, коллега Леха сказал, что денег тут особо не поднять. Зарплату платят не вовремя. Можно неплохо подняться, если выносить в карманах подшипники. Ребята, это капец, спалили меня на проходной. Обезьяны, как оказалось, способны не только лазить по деревьям за кокосами, но и решать более сложные задачи, которые придумал для них строгий работодатель. Знакомьтесь, это медвежий павиан по кличке Джеки, который освоил осы железнодорожного дела. Все началось с одного несчастного случая, который произошел с Джеймсом Эдвином Уайдом. Он работал на кейптаунской железнодорожной ветке, сначала охранником, а затем сигнальщиком. Джеймс Уайд по прозвищу Прыгун был известен своими легкими прыжками между вагонами, пока однажды он не попал под поезд и в итоге не лишился обеих ног. Он не хотел отказываться от любимого дела в своей жизни, но и продолжать работать не мог. Тогда Уайт приобрел себе в помощь обезьяну.
Павиан по кличке Джек, увиденный в клетке на рынке, показался ему смышленным. Наблюдение Джеймса подтвердилось. Джек под его руководством освоил многие навыки. Подносил воду хозяину, делал уборку в комнате, стал толкать инвалидную коляску. Вскоре Павиан научился даже переводить стрелки для изменения движения поездов и управлять железнодорожным семафором. Это такое устройство, которое дает сигналы поездам. Первоначально Джек совершал эти действия только по команде Уайда и под его строгим наблюдением, но через какое-то время он выполнял их полностью самостоятельно. После того, как от пассажиров стали поступать сообщения по типу Что, с ума сошли, что ли? Послушайте, это просто даже это несерьезный подход к делу. «У вас поездом управляет обезьяна», администрация железной дороги открыла по этому поводу официальное расследование. В конце концов, несмотря на первоначальное скептическое отношение, железнодорожное управление решило официально принять Джека на работу, после того, как специальная комиссия проверила его компетентность в исполнении должностных обязанностей. Павиану даже назначили ежедневное жалование 20 центов, а также пол-ведра пива каждую субботу. Неоднократно сообщалось, что за все время работы на железной дороге Джек ни разу не допустил ошибки. После 9 лет службы Павиан скончался от туберкулеза, и его смена подошла к концу. Это реальный случай, в который трудно поверить, но череп знаменитого медвежьего павиана до сих пор находится в коллекции музея Олбани в Южноафриканской республике, а в здании старой железнодорожной станции выставлены его фотографии. Наиболее крупномасштабной программой такого рода была «Руки помощи» – обезьяны-помощники, которая с 70-х годов обучала обезьян-капуцинов помогать людям с нарушением подвижности. Ситуация похожа на случай Уайда, только использовался другой вид обезьян. Эти животные должны были буквально заменить им руки и выполнять множество задач в домашней обстановке. Например, подавать предметы, перелистывать страницы у книг, включать и выключать свет, а также помогать принимать пищу людям, которые не могут сделать это самостоятельно. Чем-то похоже на обучение собак-поводырей, которые помогают незрячим и слабовидящим людям передвигаться вне помещений и избегать препятствий. Организация предоставляла обезьян-помощников бесплатно, покрывая все расходы за счет пожертвований грантов. Одно такое обученное животное стоило около $40 тысяч. Идея казалась выигрышной по многим пунктам, однако программа не без причины была прекращена из-за федеральных законов и законов штата, запрещающих содержание обезьян в домах. На этом использование приматов не заканчивается, и по крайней мере еще один раз обезьян хотели привлечь, только уже на реальное производство. Что? Какую работу? В этот раз обезьян решили использовать не как узкоспециализированное животное, а как полноценную рабочую единицу. В середине 20 века некто по имени Бен Фридман решил провести публичную и заведомо провальную пиар-акцию своего романа, балансирующую на грани шутки. В 1960 году он пригласил журналистов на демонстрацию рабочего потенциала обезьян для использования их труда на мебельной фабрике. В качестве участников он отобрал и отдал на дрессировку 3 шимпанзе – Бобби, Баджи и Фуджи. Их задачей было показать, как обезьяна сможет заменить человека в работе на конвейере. Пару лет назад я смотрел фильм, в котором люди тоскливо работали на конвейере, перекладывая одну коробку в другую. Выглядели они ужасно, объяснил Бен Фридман журналистам. Ара, кирпич чуть не убил! Как и следовало ожидать, обезьяны проработали не больше 90 минут и не только ничего не произвели, а более того значительно замедлили производство. Один из них, Бобби, так устал стоять у станка, что стал делать сальто и прыгать по конвейерной ленте, хотя этот случай нельзя считать полноценным научным экспериментом, да хоть каким экспериментом. Он стал наглядным примером неспособности обезьян к выполнению повторяющихся и рутинных задач, требующих дисциплины и сосредоточенности. Наблюдая за этим действом, журналисты наделали кучу фоток, здорово повеселились и убедились в его полном провале. А Фридман так и не стал популярным писателем, потому что ни его книгу, ни даже портрет мне найти не удалось. Пацан к успеху ушел, не получилось, не фартануло. Есть предположение, может обезьяны не подались на дешевую провокацию и не захотели после школы идти на завод. Давай разберемся, почему этот импровизированный эксперимент все равно закончился бы неудачно, даже если бы обезьяны подыграли ушлому автору и сделали бы пару кривых стульев. А стульчики когда же будут? Деньги! Вперед! Пока не очень понял, что производит наш завод.
Почему же в эпоху промышленного производства, когда многие задачи кажутся рутинными и повторяющимися, мы не видим обезьян на конвейерах? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо понять, что такое современное промышленное производство, в простонародье это сложнейшая система совместного труда, основанная на строгом распределении обязанностей, где каждый выполняет строго отведенную функцию. Хотя приматы, например, шимпанзе, способны спонтанно работать вместе для достижения общей цели, их социальная организация не сопоставима по сложности с человеческой. Люди способны создавать и поддерживать иерархические структуры, распределять задачи и следовать сложным инструкциям. Чё сидим? Работа сама себя не сделает. Давайте! Хорошо, допустим, мы не будем нанимать обезьян на должность директоров и начальников производства. Может, тогда получится заменить обычного работягу на конвейерной ленте? Нет. Как говорили древние, мир стоит на рабочем классе. Или покажите коммунизм, или идите нахуй. Хотя кажется, что рутинная работа требует минимальной концентрации и знаний, не следует недооценивать сложность каждого процесса производства. Обезьяны умны, но даже самые выдающиеся из них по интеллекту не превышают планку 5-летнего ребенка, и в отличие от последнего, у них не будет бешеных скачков способности к обучению. Большинство рабочих на производствах должны как минимум уметь работать с современным оборудованием, следить за качеством своей работы, соблюдать технику безопасности и работать в организованной команде. Без выполнения этих условий мы получим не производство, а хаос и мебельный завод от Фридмана. Если это примерять на обезьян, то со всеми этими пунктами есть сюрпризы. Американская ветеринарная ассоциация, которая критиковала использование обезьян для помощи инвалидам, не без оснований утверждала, что капуцины в конечном итоге неуправляемы, особенно после достижения половой зрелости, а это относительно небольшие и спокойные обезьяны. А теперь представь, на что способен шимпанзе или горилла. Как заявлял один из сотрудников, капуцины могут разнести дом в пух и прах. Речь идет о том, что они могут сорвать шторы, сбросить все с каждой полки. Представь себе существо, которое может дотянуться до любого места лучше, чем кошка в истерике. Из-за этого служебным капуцинам обязательно нужно удалять зубы, чтобы они не могли навредить своим хозяевам и откусить им лица. В общем, помимо практических поднимается много этических проблем. К тому же не нужно забывать, что обезьяны — это дикие животные, обладающие собственной сложной социальной структурой и моделями поведения, которые плохо поддаются контролю в неестественной для них среде. Одной из основных причин отказа от обезьяньего труда — их поведение непредсказуемо, и они могут демонстрировать агрессию в неподходящее время, особенно по мере взросления. Управление агрессией требует глубокого понимания психологии каждого вида, а содержание животных в условиях тесных вольеров или изоляция может привести к развитию аномального поведения, такого как стереотипия, когда животное покачивается из стороны в сторону или ходит по кругу, или самоповреждающее поведение, откусывание пальцев или выдергивание шерсти. Ну насос! Новая жилетка! Это приведет к еще более непредсказуемому поведению. Подобные проблемы не только делают животное ненадежным работником, но и свидетельствуют о серьезном психологическом стрессе, который не позволит предполагаемой обезьяне выполнять хоть какую-то поставленную задачу. И зачем, спрашивается, нужен такой рабочий? Также серьезным биологическим барьером является строение опорно-двигательного аппарата обезьян. Я уже упоминал в одном видео, советую посмотреть, что обезьяны имеют совершенно другое устройство кисти и принцип работы мышц. В отличие от человека, у них отсутствует мелкая моторика, которая необходима, чтобы правильно удерживать и использовать специализированные орудия труда. Да и выносливыми их не назовешь. Никакая обезьяна не согласится вкалывать по 12 часов даже с перерывами на перекуры. Таким образом, эти причины делают использование обезьян даже в небольших мануфактурных производствах невозможным, что уж говорить о крупных фабриках и заводах. Неестественная среда порождает психологический стресс, который в свою очередь приводит к непредсказуемому и опасному поведению. Интеллект не позволит совершать сложные многосоставные задачи, а физиология сильно сокращает возможные сферы их использования. Также можно добавить еще кучу небиологических причин, такую как невероятную стоимость покупки и содержания каждого животного, его медицинского обследования и специального контроля. Все это приведет к отсутствию экономической выгоды для предполагаемого завода. Если я забыл какую-то важную причину, можешь поделиться в комментариях. Получается, что единственное по-настоящему успешное и долгосрочное применение труда обезьян оказалось одновременно и самым скромным, и по сути самым обезьяньим. Они очень хорошо справляются со сбором кокосов.
Пока ведущий пошел на завод по производству контента, подписывайся, ставь лайк, пиши свои мысли в комментариях. Можешь также заглянуть в сообщество и поддержать подпиской или донатом. Оставим этого работягу до следующего видео, может он произведет что-нибудь интересное. Всем до скорой встречи, никогда не забывай, наука это просто.